Убивают матерей, убивают дочерей, жен, подруг, коллег, соседок, знакомых и незнакомых. Убивают потому, что считают себя вправе убивать. И каждый день получают подтверждение этому праву. Принято в память о погибших объявлять минуту молчания. Мы предлагаем не молчать, а кричать. Кричать всем присутствующим здесь, сейчас. И у нас будет минута крика, нашего общего крика, ярости и гнева, который у нас вызывает бесправие и убийство женщин. Привет, это феминистки. Нас очень давно с вами не было. Если бы мы все так же записывали видео и делали стримы в последние 2 года, мы бы успели поговорить с вами о всем самом важном, что происходило в мире за это время. О полномасштабном вторжении России в Украину, о военном насилии, о том, как война усугубляет проблемы женщин во всех странах, которых она касается, о прекрасных активистках, которые продолжают бороться против войны, о тех активистках, которые сейчас сидят в тюрьме, о том, как у женщин становится все меньше прав в Иране и Афганистане. Но сегодня мы вернулись к вам, чтобы поговорить о нашей личной потере. Сейчас мы все находимся в разных странах. Наша соавторка и подруга Настя Емельянова после начала полномасштабной войны вынуждена была уехать из России в Турцию. Она активно выступала против войны, ходила на все акции в поддержку Украины, и в какой-то момент стало понятно, что оставаться в России ей опасно. В мае 2022 года Настя прилетела в Стамбул, а в ночь с 20 на 21 сентября 2023 года Настя погибла. По подозрению в убийстве задержан ее партнер Низар. Из всех участниц нашего канала я знаю Настю дольше всех. Мы познакомились в 2015 году, когда она приехала в Петербург, чтобы поступить в СПбГУ на кафедру математической лингвистики в магистратуру, где мы и встретились. Мы вместе занимались наукой, вместе писали и читали всякие заумные научные статьи, участвовали в конференциях, придумывали всякие хитрые математические модели описания языка. Настя очень серьезно относилась к матлингвистике, и она собиралась продолжить свою карьеру в науке. Она хотела написать и защитить кандидатскую диссертацию. Она очень любила науку. Насте всегда было интересно познание во всех смыслах. Она разделяла научный подход не только в научных вопросах. Ко всему в жизни она подходила с линейкой и строгим взглядом ученого. Критический подход к любой информации, страстная любознательность, дотошность и серьезное отношение к самому пустяковому вопросу были ее неизменной чертой. После окончания магистратуры Настя заинтересовалась социальным политическим искусством и, как всегда, подошла к этому очень серьезно и последовательно. Насилие пронизывает все сферы человеческой жизни, мы встречаем его везде. И Настя со свойственным ей вот таким подходом, она старалась участвовать вот во всех инициативах и придумывать свои, в которых она могла бы противостоять этому насилию. Это и феминистские перформансы, и акции, перформансы, связанные с полицейским насилием. И она участвовала в кампаниях за честные выборы и в самых-самых разных инициативах, в том числе экологических и веганских. Настя участвовала в акциях движения «Весна», в перформансах арт-группы «Родина», в мастерских и выставках, которые собирали оппозиционных художников. Настя дружила с проектом «Ребра Евы», помогала в организации фестивалей и других мероприятий, была одной из самых ярких участниц дискуссий и воркшопов. Она ездила на летнюю фемшколу под Петербургом и играла в спектаклях. В 2016 году Настя стала участвовать в акциях группы «Родина». Тогда это были 3 человека: Дарья Пахончич, Максим Евстропов и Леня Цой. Потом участников и участниц стало, конечно, больше. Настя ходила на встречи открытых мастерских, принимала участие в перформансах, акциях и всегда была с нами. Возможно, вы видели фотографии с акции «Увы, парад» для «Увы, патриотов». Это была одна из первых акций, в которой Настя участвовала. Это были такие депрессивные лозунги: «Увы», «Родился, потерпел, умер», «Мрык» и разные смешные, не смешные. Участники парада сделали плакаты с надписями «Все будет плохо и никогда не кончится», «Давайте это терпеть»,
Родился, потерпел и умер. Война, безработица, ноябрь. Ты ничего не изменишь. Все мертвы, а некоторые мертвее. И другие. В 2017 году мы придумали акцию «Нежный ОМОН», высмеивающую полицейское насилие. Из нашего мрака 2023 года кажется, что 2017 был практически вегетарианским, но уже тогда уровень полицейского насилия был крайне высоким. Были пытки, разгоны акций, и мы решили показать, каким мог бы выглядеть ОМОН из нежной России будущего. И вот ты идешь на митинг, ты идешь на одиночный пикет, и сотрудники Российской гвардии, сотрудники Национальной гвардии, сотрудники отряда мобильного особого назначения ОМОН дарят свою нежность. Настя успела поучаствовать в десятках акций Родины. В сжигании чучела патриархата и милитаризма на Масленицу. Также в перформансе «Ради вашей безопасности», где участники группы связывали посетителей выставки сигнальной лентой и приговаривали: «Это все делается ради вашей безопасности». Также она принимала участие в высмеивающем самоцензуру «Увы, Док-фесте» и в безвыигрышном казино. Внимание! По центру зала открывается безвыигрышное казино. Все заработанные за время работы эксплуатации деньги, все также украденные деньги вы можете проиграть здесь и сейчас. Родина предлагает вам уникальный шанс. Безвыигрышное казино в центре зала напротив 71-го стенда. Добро пожаловать в наше казино. Деньги зло. Спасибо, что играете с нами. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Делайте ваши ставки. Делайте ваши ставки. Распродажа современного искусства из первых рук. Делайте ваши ставки. Деньги зло. Спасибо, что выиграли наше казино. Надеюсь, я проиграю. Здорово! Постепенно внутри коллектива, который участвовал в акциях Родины, появились новые проекты. Это «Партия мертвых» и группа «У Родины». «Партия мертвых» родилась как ответ на уродливый розовощекий патриотизм российской власти, который эксплуатировал не только живых, но и мертвых, и пытался говорить от их имени. Голосуйте за партию мертвых, потому что мертвых больше. При этом никто не защищает их интересы. Всем плевать на их права. И живые постоянно пытаются пользоваться их смертью для оправдания всего совершающегося дерьма. Словно бы мертвые жили и умирали ради всего этого совершающегося дерьма. Голосуйте за мертвых, потому что у мертвых нет России. Выбирая партию мертвых, вы выбираете будущее, потому что ваше будущее – это мы. Настя была одной из самых активных участниц партии мертвых, и я всегда была благодарна ей за то, что она не боится брать на себя какие-то привлекающие внимание роли. Она не боится раскрашиваться ярче всех. И часто я была ей благодарна за то, что таким образом она мне, например, давала возможность остаться по ту сторону камеры и как-то сохранить свои нервные клетки. Настя была гораздо смелее, и на акциях партии мертвых она всегда раскрашивалась ярче всех, кричала лозунги громче всех и никогда ничего не боялась. Примерно в это же время появился наш канал. Настя участвовала в его работе с самого первого ролика про Руслана Соколовского, которого, кроме ловли покемонов в храме, обвинили в оскорблении социальной группы феминистки. Нам тогда было важно донести, что мы против того, чтобы государство использовало феминизм для преследования своих оппонентов. Мы считаем, что за такие высказывания люди должны расплачиваться своей репутацией, а не свободой. Потом мы записывали обращение к Навальному. Трудно поверить, что тогда он не сидел в тюрьме, а участвовал в предвыборной гонке. И мы хотели заставить его команду обратить внимание на женскую повестку. Хорошее было время. Здравствуйте, Алексей. Это феминистки. На ближайших президентских выборах мы хотели бы голосовать за Симону де Бувуар.
или Марию Трубникову. Но они уже умерли. За Мари Давтян или Ольгу Страховскую. Но они пока не заявили о своих президентских амбициях. И нам остается два варианта. Или бойкотировать выборы, или голосовать за вас. Поэтому мы очень внимательно следим за вашей кампанией и регулярно смотрим эфиры Навальный Лайв. Потом мы стали записывать ролики на самые разные темы. Сталкинг, бытовой сексизм, право на аборт, сладшейминг, гендерная социализация, обслуживающий труд. Короче, на все темы, так или иначе, касающиеся феминистской повестки. И, конечно, мы говорили и о домашнем насилии. Привет, это феминистки. Несколько дней назад московский студент убил и изнасиловал девушку, которая была его соседкой по квартире, а потом совершил самоубийство. В СМИ это событие описали следующими заголовками. Довела своим безразличием. Девушка, которую зверски убил студент Бауманки, выкладывала интимные фотографии в соцсетях. Почему убитая и изнасилованная студентка была потенциальной жертвой? В качестве реакции на то, как эта история была освещена в СМИ и какая волна виктимблейминга прокатилась по интернету, другие девушки запустили флешмоб под хэштегом «Это не повод убить». И начали выкладывать свои фотографии, эротические или просто свои фотографии, с выражением того, как они относятся к этой ситуации, что бы девушка ни делала, это не повод ее убивать. Выкладывала она свои интимные фотографии или не выкладывала, жила она со своим бывшим молодым человеком или не жила, были у нее дети, как она ходила по улице, что она делала. Это не повод ее убивать, это не повод оправдывать убийцу. И это не делает ее виноватой в том, что ее убили и изнасиловали. Все мы не успели охватить, но все, что мы делали, не случилось бы без Насти. Она придумывала темы, писала сценарии, организовывала съемки, вела стримы и, конечно, неизменно была в кадре. Именно благодаря этому проекту я познакомилась и подружилась с ней. А позже она стала моей основной партнеркой во время стримов. Ну, я осознала себя как воинствующую феминистку, потому что я каждый раз, когда я слышу, как кто-то, даже не мне, чаще всего не мне, кэтколит, я останавливаюсь и начинаю выражать свое возмущение. Я начинаю: ты охренел? Ты что, совсем с ума сошел? И они так они ничего не грызаются, но идут дальше. Но тут у меня был случай почище, ладно, кэтколера. А тебе не страшно? Ну, у меня просто адреналин не ебашит, и поэтому я так... Я не успела нажать кнопку. Вот. Ну ладно, лучше поздно, чем когда. И тут я шла, короче, по улице как-то. Я не ношу бюстгальтер очень давно уже. И какой-то мимо проходящий мужик решил меня за грудь потрогать. Мимоходом. Просто так вот, типа, оп, и дальше пошел. Я на секунду остановилась, потом я его догнала, толкнула и начала на него орать. Охренеть! Обалдеть! В Питере мы с Настей постоянно ходили на всякие политические мероприятия, и многие из них проходили в открытом пространстве. Это такой коворкинг низовых гражданских инициатив. Иногда у открытого пространства заканчивались деньги на аренду, и нужно было их где-то искать. И в какой-то год мы с Настей придумали, что можно сделать аукцион в поддержку открытого пространства, и чтобы это был аукцион не каких-нибудь красивых картин или просто полезных вещей, а чтобы это был аукцион артефактов гражданского общества. То есть вещей, которые участвовали в каких-нибудь перформансах и акциях, или просто активистских плакатов, активистского мерча, или каких-нибудь вещей, которые имеют свои следы гражданского бытования. Например, хлеб на закваске, привезенный с Майдана. В 2017 году Настя стала веганкой и, как и все веганы, столкнулась с постоянно изматывающей необходимостью чтения составов, чтобы узнать, есть ли в каком-то продукте яичный порошок или молочная сыворотка. Когда ты только стал веганом и налаживаешь свой веганский быт, это действительно очень раздражает и занимает массу времени и вообще усложняет жизнь. Поэтому Настя вместе с Аленой Кабардиновой и Колей Дубровским основали веганский стартап, чтобы сделать специальное приложение, которое избавило бы веганов от всех этих проблем. Достаточно было бы только просканировать камерой штрих-код на упаковке продукта, и можно было бы сразу увидеть, веганский этот продукт или нет. К сожалению, у ребят не получилось довести приложение, этот проект до конца, но они собрали огромную базу веганских продуктов,
подстегнули дискуссию вокруг этого всего и вообще дали толчок развитию веганских стартапов. И надо сказать, что приложение опередило свое время, потому что тогда не все понимали, как это будет работать, насколько это будет сложно или просто. А сейчас многие приложения используют такую технологию в своей работе, и далеко не только веганские. Настя умеет делать руками практически все. И она просто замечательно умеет шить, вязать и вышивать. Несколько лет назад она сделала для аукциона в поддержку открытого пространства жилеточку с желтой уточкой Навального. А еще такие розовые шапки в стиле американских феминисток и куклу нежного ОМОНчика. Лоты буквально оторвались руками. Через какое-то время Настя придумала свой проект «Это не плакат». Она брала сумки, подушки, футболки, платья и делала на них вышивку с каким-то актуальным политическим посланием. Во время нашей последней встречи, прямо перед ее поездкой в Эрзрум, она взяла у меня платье, чтобы вышить на нем анархистский лозунг «Воля или смерть». А одна из последних Настиных работ, сумка в поддержку политических заключенных в Беларуси, будет всегда жить в моем стамбульском магазине, и я никому ее не отдам. Мне очень сложно говорить о Насте в прошедшем времени. Я пока не могу осознать вполне того, что то, что казалось началом ее пути, развитием ее таланта, несмотря ни на какие трудности, несмотря на иммиграцию, несмотря на репрессии, несмотря на прочие обстоятельства, что она продолжала работать, она продолжала поддерживать других, она продолжала справляться. И мне так больно думать о том, что то, что казалось самым началом пути, оказалось, собственно, всем, что у нее было. Мне очень жаль, что я не сказала ей всех тех слов, которые хотела бы сказать. Что я не сказала ей, какая она замечательная столько раз, сколько она этого заслуживает. Давайте помнить о том, как мы хрупки. Давайте поддерживать сестер сегодня. Давайте говорить им, как они ценны для нас. Давайте не откладывать на завтра того, что надо делать сегодня. Солидарность и поддержка нужна нам сегодня. Спасибо. В школе и в университете, поскольку я училась на филологическом факультете, во всех этих книгах в какой-то момент я поняла, что женщине, у нее нет такого варианта, что она не может стать гением, каким-то великим ученым или каким-то великим человеком. У нее есть один вариант – родить великого человека. И меня как-то этот вариант не особо устроил. Я вообще как-то рожать особо не собираюсь никаких гениев. Я вот решила, что я что-нибудь попробую сама с этим сделать. И так и, собственно, и жила. Ну, а потом съездила на школу и поняла, что это называется феминистка. Вообще, я хотела вот еще что добавить. Очень сильно повлияла учеба на филологическом факультете именно в изучении литературы, большого количества литературы. И в какой-то момент я ощутила, что вообще же я не хочу быть женщиной. Мне это не нравится. Мне не нравятся эти литературные описания, что женщины нерациональные, они слишком эмоциональные, они ничего не соображают, да, они созданы только для любви, для непонятно чего, они ведут себя странно. И женщины как нежные бабочки. И мужчины тоже как бы... Ну, а мужчины вроде нормальные, они клевые, они умные, они целеустремленные, они такие все клевые. И в какой-то момент я поняла, что я еще и месячные. Ужас. И я не хочу быть женщиной. И я думала о том, что, боже, зачем мне жить вообще? Я родилась женщиной. Это так ужасно. Даже какой-то был период, когда я говорила о себе в мужском лице. А потом я сейчас очень рада быть женщиной на самом деле. И просто нужно быть феминисткой. Не надо хотеть быть мужчиной, надо хотеть быть... Не хотеть, а быть феминисткой. И использовать менструальные чаши. Да, это очень... И хорошие контрацептивы могут помочь с болями при месячных. И тогда сразу жизнь налаживается. И ты понимаешь, что и ты рациональная, и ты не слишком эмоциональная, если тебе это не надо. Ты можешь быть клевой и классной и добиваться чего угодно.